Enjoy. Thank you. Наконец-то подходящие условия, чтобы попробовать сабфойлинг. Моя доска GP Australia Foil в первую очередь и была создана для этого типа катания. Это мой первый опыт сабфойлинга в жизни. В целом я очень редко катаюсь веслом по волнам, поэтому более или менее уверенно я себя чувствую на досках с очень большим объемом, что-нибудь около 150 литров. Эта же доска размером 6,8 и объемом 96 литров, поэтому даже просто стоять на ней и держать баланс требовало от меня нехилых усилий. При движении проще, так как есть опора на весло и начинает работать подводное крыло. Система становится чуть более стабильной. Но разбрестись на волну, когда под водой у тебя огромный якорь в виде гидрофойла, оказалось не так-то и просто. Пришлось много попадать, пока я не привык к новому для себя балансу. С вингом и кайтом как-то все намного проще, ну или скорее привычнее. Мои падения почти всегда проходили по одному сценарию, мне не хватало собственной скорости. Волна меня не подхватывала, а просто проходила подо мной, выбивая доску из-под ног. Сам я падал назад на спину, а доска эффектно выпуливала вверх. В какой-то момент даже решил, что к черту это весло, разберегусь руками, благо опыт фойл-серфинга у меня есть. Грешным делом даже подумал, что сабфойлинг это не для меня. Но все же взял себя в руки. Ну правда, ну что это за читерство? Коли уж пришел я сюда с веслом, то и кататься надо с веслом. Встал на ноги, взял весло, начал уверенно разгребаться и снова упал. Но я чувствовал, что старт уже где-то рядом. Вот уже удалось поехать, но волна сбила меня до того момента, пока доска успела отлипнуть от воды. В замыве при занятии сабфойлингом никаких особенностей. Главное держаться в стороне от подводного крыла в момент встречи со следующей волной. 10-футовый витой лиш здесь подходит как нельзя кстати. Меня полощет в нескольких метрах от гидрофойла. Так мы с ним не пересечемся. И вот, наконец-то, накувыркавшись вдоволь, в какой-то момент я оказался в нужном месте в нужное время. Удачный старт. Как только появилась скорость, подводное крыло начинает работать, и доска отлипает от воды. Сразу же все встало на свои места. Здесь моему телу уже все знакомо. По сути, никаких отличий от фойл-серфинга или от винг-фойлинга. Просто вместо винга в руке теперь весло. Ну а дальше все зависит от волны и от собственного желания кататься. Когда волна выполаживается, чтобы ее не потерять, необходимо пампить. Этому навыку неплохо бы научиться заранее. Лучше всего для этого подходит катер или лебедка. Но можно тренировать пампинг и разбегаясь с пирса. Главное, что вы не только тренируете свою выносливость, но и оттачиваете технику. Плюс при пампинге начинаешь лучше чувствовать свое крыло, прикатываешься к нему. На некоторых видео я видел, как продвинутые саперы пампят, помогая себе веслом. Я тоже попробовал так попампить. В принципе работает, но мне как-то привычнее просто по старинке. Видимо, это еще один отдельный навык, который необходимо потренировать. Бомба. Это самая универсальная доска из всех, что я когда-либо пробовал. Я уже использовал ее с кайтом, с вингом, с виндсерфовым парусом, с веслом и даже с зонтом. 96 литров решают. Безусловно, любая узкоспециализированная доска будет в чем-то лучше, но кайф универсальной доски в том, что она одна для всего. Я приезжаю на пляж, и я не знаю, чем я сегодня буду заниматься. Вингинг, сабфойлинг, фойл-серфинг, кайт-фойлинг или виндсерф-фойлинг. Но я точно знаю, что у меня есть моя GP-шка, и она позволит мне покататься в любом из этих стилей. Но разве мог ли я раньше мечтать о чем-то подобном? Я вам со всей ответственностью заявляю, получилась реально очень удачная универсальная доска. Швейцарский нож в мире фойлинга. Спасибо за внимание. Катайтесь в удовольствие.